Благословляю вас, дети мои. С вами Ирина Дрофа, и вы смотрите Upward подкаст. Подкаст о сознании и жизни воплощенного мастера на Земле. Не сочтите за неуважение этот наряд. Я сейчас нахожусь во Франции, в замке, фамильном замке одного маркиза. И в этом замке есть часовня. И я просто не смогла устоять и отказать себе в удовольствии снять видео, которое давно хотела снять, видео о религии в таких декорациях и в таком одеянии. Много лет назад я делала регрессии в своей прошлой жизни и увидела просто толпу, легион монахинь самых разных конфессий, самых разных рас, культур. И все это были мои прошлые жизни. Это была картинка такой, какой-то холм, на котором стоит монастырь. И вот так вот вниз уходящий холм, я смотрю сверху, примерно с перспективы, стоя у стены монастыря, я смотрю вниз. И я вижу, как дорога к этому холму занята стоящими и смотрящими вверх на меня самыми разными монахинями разных возрастов, разных конфессий, разных рас, разных культур. И неудивительно, наверное, что в эту жизнь текущую, в жизнь, когда моей задачей было прийти и стать воплощенным мастером, просветлиться и остаться в этой жизни, я пришла в семью. Мой папа физик, моя мама химик, и в нашей семье религия никогда не была вопросом, так сказать, никогда не была темой. И я с самого детства не была крещена и не имею, соответственно, отношений ни к одной из религиозных конфессий, что давало мне с самого детства такую некую свободу. Кроме того, я родилась в Советском Союзе. В Советском Союзе религии не было, как и много чего другого. И то есть мне проще, я воспитывалась без каких-либо религиозных наслоений. Но всегда религия интересовалась, потому что, видимо, мои прошлые жизни дают о себе знать. То есть я помню, как я в детстве читала детскую версию Библии, и мне просто хотелось понять, в чем суть, о чем вообще все толкуют, что за такая большая тема религий. Потом, когда я стала старше, я стала изучать и другие религии, достаточно быстро пришла к выводу, что в корне своем, в сути своей, все религии, они об одном, и непонятно, почему тогда такая вообще существует неприязнь, порождая непонимание между разными конфессиями. Я помню, как я задавалась этим вопросом, еще будучи подростком. Также меня всегда тянет в любые храмы, монастыри, любых конфессий, будь то мусульманские, куда, ясное дело, не так легко попасть, будь то католические, православные, буддистские, любые азиатские. Я просто чувствую, насколько мне близка и понятна вся эта, как минимум, визуальная эстетика. Я каждый раз, заходя в храм любой конфессии, я чувствую узнавание. Это все мое именно тело, именно, видимо, та часть ДНК, которой во мне большая часть, судя по количеству тех монахинь, которых я видела в своих прошлых жизнях. Вот это вот заложенное во мне, накопленное во мне, оно прямо отзывается узнаванием. Это такое приятное физическое неожиданное чувство, ощущение. И я отношусь с уважением к любой религиозной конфессии. Лично мне сегодня в моей текущей жизни, в моем текущем воплощении не нужны никакие посредники между мной и источником. Но при этом я понимаю, что для многих людей религия — это один из способов нахождения, понимания истины. Религия — это путь, который люди выбирают. Я уважаю этот выбор. Но лично для себя я не вижу никакой необходимости в догмах, правилах и в любых священных писаниях, которые диктовали бы мне,
как мне нужно жить. Я живу в полной свободе от догм, но я знаю, что для кого-то религия — это необходимый, нужный и интересный опыт. Религия была важным, вернее, даже правильно будет сказать, важнейшим элементом в развитии человечества. Она служила такой дорожной картой для духовности человеческой. Она создала мораль, она создала возможность человеку понять, что есть нечто большее, чем животное начало, чем выживание. И религия на протяжении веков была путем поиска истины, поиска божественности. Но религии создают ограничения. Большинство религий построены на страхе, на чувстве вины и на чувстве стыда, на идее о том, что ты маленький, а Бог большой. Религии всегда учат их последователей следовать догмам, что вот есть правила, есть то, что написано в священных писаниях. Ты должен следовать тому, что написано, слову письменному, нежели своей внутренней истине. Религия всегда про то, что есть некий внешний Бог, внешняя истина, и именно туда, вовне, ты должен обращать свой взор в поисках ответов на свои вопросы, а то, что находится внутри тебя, оно тебе не друг, не товарищ, это низменные инстинкты, это эго, это демоны и так далее. Слушать нужно не себя, не свои желания, не свое сердце, а внешнего Бога, воплощенного в виде священнослужителей, священных писаний и религии в целом как института. Религия — это именно что институт, и очень ригидный на сегодня институт власти. Священные книги, священные писания были написаны для того, чтобы эту власть укрепить, поддерживать статус-кво. Идеи, с которыми Иисус пришел на землю и нес человечеству учение о сострадании и о любви, были очень сильно и довольно быстро искажены так, что во имя религии люди совершали самые жестокие вещи. Я недавно, находясь уже здесь, в замке, прочла книгу о португальских завоеваниях. Они называли это открытием новых земель, но, по сути, это были завоевания, причем самые жестокие. И происходили они под флагом крестоносцев, с поддержки Папы Римского. И основная идея этой затеи заключалась в том, чтобы как можно большее количество земель и людей, на них проживающих, обратить в христианство и по дороге истребить всех мусульман и других иноверцев, которые им встретятся. Сегодняшняя духовность — это свобода. Тот, кто осознает свою суверенность, то есть воплощенный мастер, не ищет внешнего авторитета. Воплощенный мастер понимает, что он тоже Бог, что божественность находится внутри него. Соответственно, воплощенному мастеру не нужны никакие священные книги или догмы для того, чтобы найти истину. Истина во мне, потому что во мне Бог. Воплощенный мастер не молится, не ищет искупления, не боится совершить грех и получить за него воздаяние, потому что для воплощенного мастера нет больше хорошего и плохого. Все это просто опыт души, которая обогащается, получая самый разнообразный опыт, самый полярный опыт. Воплощенный мастер не боится наказания, потому что осознает, что его реальность создается его сознанием, а не какой-либо внешней силой. Бог — это не внешняя сила. Бог — это сознание. Религии часто диктуют нам: ты несовершенен, ты должен расти, ты должен работать над собой, умерщвлять плоть. Это уже такая устаревшая, конечно, концепция, но тем не менее. Страдание всегда поощряется в религии. Воплощенный же мастер полностью принял себя, и он знает, что его телесность и его телесные потребности и желания — это ни в коем случае не грех, это опыт. И тело человеческое — это тоже часть божественности.
Еще религии всегда обещают нам лучшую жизнь после смерти. Религия обещает нам концепцию рая, которого мы достигаем, если здесь живем богобоязненно, не грешим и всячески следуем правилам выбранной нами религии. Воплощенный же мастер полностью уверен в концепции рая на земле. А что такое рай на земле? Это жизнь в радости, которую ты можешь создать сам для себя, благодаря выборам, сделанным тобой. И радость в текущей реальности, в человеческом теле ни в коем случае не грех, а тот самый рай. Религия говорит нам, ты должен служить Богу. Осознанность же знает, что ты и есть Бог, и энергия тебе служит. Религия говорит нам, ты должен соблюдать правила и догмы, чтобы попасть в рай. Осознанность же знает, что рай, он здесь и сейчас, и ты можешь создать его с помощью своего сознания. Религия была очень важным опытом для каждого человека в отдельности и для человеческого сознания в целом. Но сегодня приходит время выйти за ее пределы и принять себя как Бога в человеческом теле. Осознанность — это свобода. И современная религия — это жить свободно в соответствии с собственными выборами. Осознать, что Бог не где-то там, а всегда был с тобой. Мне как-то раз задали вопрос. Окей, ну вот ты слушаешь ченнелинги Адамуса. А чем это не религия? Чем это не секта? Рассказываю. И здесь нельзя не упомянуть слово «шамбра», о котором я уже рассказывала в выпуске про Адамса Сен-Жермена и про шамбру. Термин «шамбра» появился еще при Тобайевсе, которого ченнелил Джеффри Хоппе, начиная с 1999 года. И шамброй Тобайевс называл людей, которые являются просветленными душами и которые много раз воплощались на Земле и пришли сюда, сегодня в эту текущую реальность, в эту текущую жизнь, снова для того, чтобы осознать, просветлиться и стать воплощенными мастерами и остаться в теле. Ни в ченнелингах Тобайевса, ни в ченнелингах Адамуса нет никаких догм и правил. Основные признаки секты какие? Это наличие жестких правил и то, что все ресурсы, то есть деньги участников и новообращенных, идут непосредственно в секту и собираются вокруг ее лидера. Чем больше будет последователей этой секты, тем будет богаче секта, тем будет богаче ее основатель, и тем она живет, тем, что стремится распространить свое влияние как можно дальше. Если говорить про ченнелинги Адамуса, то он очень часто ведет себя провокационно и прямым текстом указывает на дверь тем, кто не готов быть суверенным, не готов взять на себя ответственность за свою собственную жизнь и не готов быть свободным. Эту информацию можно легко найти на Ютубе или на сайте Crimson Circle. Вся информация, она в свободном доступе. И шамброй ты можешь считать и назвать себя по праву только сам. Никто не скажет тебе за тебя, шамбра ты или нет. И критерий очень прост. Если тебе эта информация отзывается, ты хочешь называть себя шамброй, ты считаешь, ты чувствуешь себя шамброй, значит, ты шамбра. Ты никому ничего не должен. Я, например, когда встретилась впервые с ченнелингами Адамуса, это был 2012 год, если я не ошибаюсь, возможно, чуть позже. Я, получается, почти 10 лет с того момента слушала ченнелинги, и у меня ни разу не возникло желания или идеи пойти и найти других шамбр. Я знала, что я шамбра, но путь просветления, путь осознания, путь от пробуждения к просветлению, как я уже рассказывала, он достаточно
непростой, и он очень личный, он очень интимный. И у меня, как и у многих шамбр, с которыми я начинаю общаться сейчас изредка, и выясняю, что их опыт в этом смысле похож, то ни у кого не возникало желания пойти и найти других шамбр, пойти и найти эту группу, чтобы общаться. И уж тем более принести свои деньги, и попросить: "Дайте мне свод правил, я буду ему следовать". Шамбра — это просто те люди, которые чувствуют, что традиционные духовные учения, не обязательно религии, а любые духовные учения им больше не подходят. Они осознают свою божественность, они осознают свою суверенность, они осознают силу своего сознания и делают выбор двигаться самостоятельно. Они знают, что все ответы находятся только внутри них, и истина не где-то вовне, истина внутри тебя. Шамбра — это скорее семья душ, которая много-много раз воплощалась на Земле вместе для того, чтобы работать над человеческим сознанием. И сегодня это души, которые снова пришли сюда, и они четко знают, что есть нечто намного большее, чем просто человеческий опыт. Адамус Сен-Жермен говорит о том, что шамбра приходили на Землю еще со времен Иисуса, Ешуа, как он сам предпочитает, чтобы его называли. То есть шамбра были сообществом душ вместе с Иисусом. Это не были его ученики в традиционном понимании, это были его соратники. Они работали вместе с ним над тем, чтобы заложить семя осознанности, семя любви и сострадания в человеческое сознание. И когда Ешуа распяли, шамбра знали, что это достаточно быстро приведет к тому, что будет создана религия на основе его знаний, и в эту религию будет заложено страдание, потому что Иисус страдал за человечество, как это преподносится в священных писаниях. Но они понимали, что Иисус пришел не для того, чтобы создать религию. Иисус пришел для того, чтобы показать, что в каждом из нас есть божественное, заключенное в человеческом теле. Многие шамбры были мистиками, алхимиками, которые несли знания о трансформации сознания. Они не стремились к власти, не хотели создавать догм или учений, или религии. Они знали, что их роль в том, чтобы жить на земле и быть примерами осознанной жизни. Когда Иисуса распяли, многие шамбра ушли в тень, но продолжали передавать знания через тайные школы, мистерии, их еще называли. Многие воплощались на земле снова и снова для того, чтобы здесь находиться в физическом теле и нести вот это вот семя осознанности. И шамбра знали, что однажды придет время, когда это семя осознанности прорастет на земле. И, между прочим, это и есть то самое второе пришествие и тот самый апокалипсис. Но это отдельная большая тема, я расскажу об этом в каком-нибудь из следующих выпусков. Апокалипсис — это вот эта трансформация, это семя, заложенное Христом и его единомышленниками, соратниками, которое наконец-то прорастает и трансформируется в растение, в дерево, которое даст плоды. И сегодня шамбра снова здесь и считает эту жизнь самой важной, потому что эта жизнь — кульминация того труда, который был проделан за все эти тысячелетия. То семя, заложенное когда-то, которое они помогали закладывать, а потом пестовать из века в век, сейчас прорастает. Шамбра пришли сюда, на эту землю, в это время для того, чтобы прожить тот самый опыт воплощенного мастерства, быть божественным, осознавать себя божественным и продолжать жить физическую жизнь в физическом теле. Тогда, 2000 лет назад, Земля еще не была готова к воплощенному мастерству. Для начала нужно было подготовить почву. Во-первых, коллективное сознание было еще незрелым и не готовым к таким идеям. Люди верили в то, что Бог — это внешняя сила,
а человек маленький, люди были очень сильно зажаты рамками культур, устройством социума и религиями. И на тот момент было невозможно появление человека, который заявлял бы о своей божественности. Иисус стал этому доказательством, который не воспринимался бы как угроза. Именно поэтому распяли Иисуса, он был воспринят как угроза. Кроме того, человеческое тело того времени не было способно выдержать такого уровня высокочастотное сознание. Человеческие тела были очень плотными, заряженными энергиями страха, выживания, боли, и они не могли выдержать таких частот, потому что божественность — это очень мощная энергия. Попытка просветлиться приводила либо к уходу, то есть смерти, либо к очень сильным мучениям. Именно поэтому мы знаем так мало мастеров, которые после просветления долго оставались в человеческом теле и продолжали жить. Иисус пришел не для того, чтобы завершить процесс. Он пришел для того, чтобы заложить семена. Он пришел не чтобы полностью воплотить божественность в человеческом теле, но для того, чтобы разбудить людей. Он пришел, чтобы показать, что возможно исцелять, менять реальность, жить в любви. Но мир не был к этому готов, и мы знаем результат. Иисус был распят, а его идеи быстро превратились в религию, основанную на страдании. Но сейчас божественность в человеческом теле возможна. Сознание изменилось. За эти тысячелетия человеческое сознание выросло благодаря работе многих шамбр и любых других групп, занимающихся духовностью и мистикой. Изменилась и энергия Земли. Она тоже проходит трансформацию, она тоже меняется. У нее тоже есть своя духовность и свой путь развития, и она больше не держит вот эти вот жесткие, ригидные энергии страха и власти. И также, поскольку изменилась энергия Земли, изменилась и энергия человеческого тела на планете Земля. И теперь тело стало более проводимым, более гибким. И сегодня просветление в человеческом теле возможно осознать свою божественность, проводить эти мощнейшие энергии через себя и оставаться в человеческом теле, не уходить, не умирать. Сегодня, наконец-то, становится возможным то, о чем говорили религии так долго, и сами, возможно, не понимая, о чем они говорят. Наконец-то становится возможным проживать божественность в человеческом теле без жертв, без страданий, без догм, без внешних гуру и истин, в радости и в свободном выборе.